Здравствуйте, с вами Мила Нейман. Сегодня я хочу поговорить о том, как с помощью колоды 36 карт ответить на вопрос «да» или «нет». Существует несколько способов получения ответа «да», «нет». И самый первый, который приходит на ум, самый простой способ – это выполнение пасьянса. Можно использовать любой пасьянс. Сошелся пасьянс – ответ «да», не сошелся – ответ «нет». Второй вариант – это использование расклада на ситуацию. Любой расклад на ситуацию подойдет для того, чтобы ее просмотреть, и итог этого расклада будет ответом на вопрос «да» или «нет». И последний способ, который сегодня мы будем рассматривать, это выполнение универсального расклада. Универсальный расклад как раз предназначен для того, чтобы ответить на вопрос «да» или «нет». И этот расклад чаще всего выполняется на колоде Таро, но его можно адаптировать и для колоды 36 карт. Собственно, любые расклады для колоды Таро можно адаптировать для выполнения на колоде 36 карт. Начну я как раз с универсального расклада. Для выполнения этого расклада вам потребуется колода, у которой явно виден верх или низ в картах. Если у вас классические карты и на картах Буби, допустим, не видно, какая карта прямая, какая перевернутая, поэтому для таких карт необходимо будет сделать пометочку, чтобы было понятно, какая сторона будет вверху, какая внизу. Даже если вы не используете перевернутые карты для предсказания, для выполнения этого расклада такие пометки сделать нужно. Загадывается вопрос, который нуждается в ответе, но формулировка вопроса сама по себе должна приводить к ответу «да» или «нет». Случится ли поездка, да или нет? Устроюсь ли я на работу, да или нет? Буду ли я с этим мужчиной, да или нет? То есть вы задаете вопрос таким образом, чтобы ответ можно было сказать либо да, либо нет. После того, как вопрос сформулирован, допустим, случится ли поездка, выкладывается 7 карт. Выкладываются карты следующим образом. 6 карт в ряд, друг за дружкой, в одну линию. И 7-я карта наверху между 3-й и 4-й. Собственно, вот он, сам расклад. Переворачиваем карты. Значения карт вначале не смотрятся. Какие карты вначале не смотрятся? Смотрится только прямая или перевернутая карта выпала. Прямая карта – ответ «да» 1 очко, перевернутая карта – ответ «нет» 1 очко. Верхняя карта считается как 2 очка. Итак, первая карта перевернутая – ответ «нет». Вторая карта перевернутая – ответ «нет». Третья карта перевернутая – ответ «нет». У нас уже 3 «нет». 4-й – «нет». «Да». «Да». И верхняя карта 2 очка. 2 «да». То есть у нас 50 на 50. В данном вопросе 50 на 50. Будет ли ответ да или нет? Либо не пришло еще время, то есть не принято решение. Если этот ответ зависит не от вас, то есть кем-то не принято решение, нужно посмотреть позже, выполнить этот расклад. Ну, либо есть какие-то помехи. Помехи, какие мешают ответу да, вы можете посмотреть, исходя из толкования карт. Собственно, вот после того, как вы получили ответ, если бы у нас было вот так, то у нас был бы ответ «да». Если бы у нас было бы вот так, у нас был бы точный ответ «нет». Тогда можно, в принципе, вообще значение карт не читать, если вы ответ получили. Но если вот так 50 на 50, тогда читаются уже значения карт. Значения карт читаются в следующей последовательности. Это прошлое, это будущее, это настоящее. То есть 3 карты прошлого, 3 карты будущего и настоящее. Исходя из того, какие карты выпали, вы сможете увидеть помехи. Причем помехи есть в прошлом, помехи есть в настоящем или помехи есть в будущем. Исходя из того, что выпало у меня 3 перевернутые карты в прошлом и 1 перевернутая карта в будущем. То есть помехи для исполнения задуманного, они скрыты в прошлом. И значение этих карт можно эти помехи уже почитать и посмотреть. Следующее. Расклад, который мы посмотрим, это расклад на ситуацию. Я использую расклад на 9 карт. И в этом раскладе тоже, то есть в раскладе на ситуацию тоже будет особенность выполнения. Как посмотреть да или нет.
Допустим, человек хочет знать, будет ли у него повышение по зарплате. В этом случае я для расклада до того момента, как я его выполню, я загадываю, что конечной картой этого расклада, итоговой картой у меня должна быть бубновая карта. Если выпадет бубновая карта, значит у меня ответ «да», будет повышение зарплаты. Все остальные карты будут говорить, что повышения зарплаты не будет. Как выполняет этот расклад? Я загадываю сигнификатор, в данном случае червовую даму, выкладываю колоду 36 карт в 4 стопочки и ищу свой сигнификатор. В какой стопочке у меня этот сигнификатор будет. В двух первых нету. Вот, червовая дама выпала. Я оставляю эту стопочку, остальные стопочки убираю, они в раскладе не участвуют. Перетасовала карты и выложила по 3 карты в 3 ряда. Верхний ряд это прошлое, средний ряд это настоящее и последний ряд это будущее. Итоговая карта вот эта, самая последняя, которую я выложила на стол. И вот я загадала, что будет ли повышение зарплаты, если здесь будет бубновая карта. Переворачиваю. Расклад. У меня есть видео, как выполнять этот расклад. Вы можете посмотреть, ссылка будет в описании. В данном случае у меня выпало 8 пик, то есть это не бубновая карта, повышения зарплаты не будет. То есть для того, чтобы использовать этот расклад для ответа на вопрос «да» или «нет», то есть я теперь уже могу его и толковать как обычный расклад, все карты, но я изначально загадала, какая карта у меня должна быть итоговой. То есть если бы вопрос касался, допустим, романтики, можно было бы загадать червовую карту. И причем, если вопрос очень важный, то можно загадать прям конкретную карту. Допустим, вернется ли ко мне молодой человек. Загадываем червового короля. И если итоговая карта червового короля, ну 100% вернется. Ну или просто черви, значит когда-нибудь он вернется. Поэтому здесь можно варьировать в зависимости от того, какой вопрос и насколько этот вопрос сложный. Ну и последний вариант это пасьянс. Для ответа на вопрос, ну, у меня мой любимый пасьянс, он самый простой. Я о нем также снимала видео, также будет ссылочка в описании. Я и на универсальный расклад, который выполняется на колоде Таро, оставлю ссылку в описании. Вы сможете посмотреть, кто интересуется и выполнением этого расклада на колоде Таро. Причем вот здесь расклад пасьянс, есть даже часть нашего участия на то, чтобы получить ответ «да». Выкладываем все карты в 9 стопочек, последний ряд переворачиваем. И суть пасьянса, нужно убрать все карты со стола. Убираются парные карты. Причем какие парные карты вы будете убирать, зависит от вас. То есть сами вы решаете, какие из, допустим, если есть несколько пар, какие карты убрать. Задача, чтобы пасьянс сошелся. Вот смотрите, у меня тут 3 девятки. Я сама решаю, какую карту убрать. То есть я решила вот эти 2 убрать. Опять же, решая, какие убрать, решила эти 2 убрать. Увы, пасьянс не сошелся. Ответ нет. Это все, что я сегодня хотела рассказать. 3 способа, как можно получить ответ «да», «нет» с помощью колоды 36 карт. Пасьянс, универсальный расклад и расклад на ситуацию. В каждом способе есть нюансы, особенности, о них я сегодня поговорила. С вами была Мила Нейман. Всего доброго, всем удачи в изучении карт.